Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню. Продолжаем пополнять копилку домашнего кондитера. Сегодня я хотела бы с вами поделиться рецептом макового бисквита. В основе макового бисквита обычный классический бисквит. В него добавляется молотый мак. А для того, чтобы бисквит был не сухим, для того, чтобы он был таким сочным, нежным и влажным, добавляется немного растительного масла. Давайте приготовим. Для бисквита нам понадобится 130 грамм муки, 130 грамм сахара, 100 грамм молотого мака. Сухой мак я размолола в кофемолке. 4 крупных куриных яйца, 40 мл воды, 30 мл растительного масла без вкуса и запаха, 6 грамм разрыхлителя для теста и буквально щепотка соли. В муку всыпаем разрыхлитель для теста, тщательно размешиваем, а затем просеиваем. Всыпаем молотый мак и еще раз все хорошо размешиваем до однородной массы. Готовить бисквит я буду без разделения яиц на белки и желтки. Для этого в чашу миксера разбиваем 4 яйца, всыпаем щепотку соли и сначала взбиваем без сахара. Затем постепенно добавляем сахар и взбиваем в легкую воздушную массу. Взбиваем очень тщательно, продолжительное время, до такого состояния, чтобы яичная масса стала настолько плотной, чтобы ей можно было рисовать. То есть след, оставленный на поверхности, оставался бы видимым, не стекался в течение нескольких секунд. И только после этого добавляем в тесто мучную смесь. Замешиваем бисквитное тесто точно так же, как мы замешиваем классическое бисквитное тесто, аккуратными складывающими движениями, двигаясь лопаточкой снизу вверх. Вот такое по консистенции тесто получилось в результате. И в самую последнюю очередь вмешиваем в тесто растительное масло и горячую воду. Воду нагреваем практически до кипения. Выпекать бисквит я буду в разъемной форме для тортов диаметром 24 см. Низ формы я застелила бумагой для выпечки, борта ничем не смазывала. Выливаем тесто. Форму можно несколько раз прокрутить, для того, чтобы бисквит получился ровным. Выпекаем бисквит предварительно разогретой до 170-180 градусов Цельсия духовки примерно 35-40 минут. Готовность бисквита определяем либо легким надавливанием на середину, палец не должен проваливаться, либо при помощи деревянной палочки. Она должна выходить чистой, без следов теста. Свежеиспеченный бисквит прямо в форме ставим на решетку и даем полностью остыть. Охлаждать бисквит можно в перевернутом виде, для того, чтобы не проседала середина. После того, как бисквит полностью остынет, его можно будет вырезать из формы. Разрезать бисквит можно не ранее, чем через 2-3 часа после выпечки, то есть ему нужно обязательно дать выстояться. Я на этот раз просто оставила бисквит в форме на несколько часов, то есть я его из формы не вырезала. Снимаем форму. Бисквит получается довольно высоким. Извините, что пропала резкость, но я думаю, при желании цифры можно вполне рассмотреть. Я разрезала бисквит таким образом, чтобы получилось 2 ровных коржа и тонкая верхняя корочка. Поскольку с этим бисквитом я готовила рождественский маковый торт, мне нужна была именно такая нарезка. Но при желании бисквит можно разрезать и на 3 коржа. Бисквит получается нежным, высоким, он абсолютно не сухой. Влажность бисквиту придает растительное масло, которое входит в ее состав. С этим бисквитом я пекла рождественский маковый торт. Ссылку на торт поставлю в описании под видео. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.